В предыдущей серии You gotta listen up, listen up. There's not a thing that I can get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I... Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. Вторая серия по монтажу электрики в новостройке. Кто еще не видел первую серию, обязательно посмотрите. Ссылка на нее будет в описании и в закрепленном комментарии. Ну а я продолжаю работу. Кстати, в конце ролика будет конкурс, где я разыграю лазерный уровень капра. Как сверлится отверстие коронкой? По центрам сначала просто просверливайте отверстие шестерку. Для чего я делаю очертания подрозетника? Для того, чтобы контролировать, не ушла ли у меня коронка в сторону. Понятно, что это блоки, они вообще воздушные, их легко сверлить, но все то же самое касается и бетона. Блоки можно даже сверлить без удара. После того, как просверлили отверстие, берем коронку. В коронке стоит посередине сверло. То есть сначала со сверлом засверливаемся. Все. И после того, как мы засверлились, сверло достаем. Иначе вы на ту сторону выйдете этим сверлом. Когда сверлите, можно подставить пылесос. Так как у нас комната изолирована, с пылесосом особо не загоняемся. После того, как прорезали отверстие, проверяем глубину, хватает ли для подрозетника. Таким образом, во всей комнате сверлим отверстия для подрозетников и прорезаем штробы. Мы сделали одну изолированную комнату. Там все убрали и пропылесосили. Пока еще не занесли туда инструменты и вещи, я решил сразу прогрунтовать штробы и отверстия для подрозетников. Использую проверенную грунтовку глубокого проникновения Ceresit ST17. Наносить буду при помощи безвоздушки. Что касается штроб и отверстий под подрозетники, самый удобный способ нанесения грунтовки – это распыление. Давление ставлю маленькое. При таком давлении не будет взвеси грунтовки в воздухе. Если нет безвоздушки, то можно использовать садовый опрыскиватель. Так как мне грунтовать всю квартиру, целесообразно использовать безвоздушку. Как я говорил в первой серии, в эту комнату относим вещи и инструменты, и затем закрываем ее и режем всю оставшуюся квартиру. В таком случае вещи и инструмент останутся чистыми от пыли. Еще немного информации по поводу коронки и отверстий для подрозетников. Сверлить отверстие нужно для того, чтобы отцентровать прорезающую блок коронку. В
коронке тоже есть сверло. После того, как вы немного заглубились, оно вынимается. И дальше отверстие прорезается без сверла. Именно на этом хочу сконцентрировать внимание, потому что бывает так, что по ошибке режут вместе со сверлом. Глубина регулируется визуально. Можно сделать метку. Без сверла можно обойтись, если вы используете шаблон. Если материал твердый, то он выбивается перфоратором. Как ровно резать строборезом? Отмечаете расстояние от центра стробы до края стробореза. У меня получается примерно 3 сантиметра, 2,8. От линии стробы отмеряю 2,8 сантиметра. Это линия края стробореза. Когда я буду резать, я буду ориентироваться по этой линии. Эту линию видно не будет, и чтобы строборез не гулял, я буду ориентироваться по внешней линии. Что касается резки строборезом. Строборезом тоже надо уметь работать. Во-первых, здесь на строборезе стоит стрелочка. То есть этим строборезом нужно резать вот в этом направлении, сверху вниз. Или переворачивать снизу вверх. Почему? Потому что диски крутятся в эту сторону, и тогда получается нету пыли. Если резать в другую сторону, то пыль будет вылетать из строб, которые образуются. То есть это не значит, что он не может резать в другую сторону, просто будет пыль. Также глубину стробореза я всегда выставляю на стробу где-то 1,5 сантиметра. Здесь, с учетом того, что будет еще штукатурка, соответственно, можно выставлять сантиметр. Подключается он к пылесосу. Ну и, в общем-то, все, можно резать. Контролировать линейность, то есть, чтобы он ровно шел, я буду по боковой линии, которую нарисовал. Обязательно нужно использовать очки, наушники и маску. Почему? Потому что, несмотря на то, что большую часть пыли убирает пылесос, все равно бывает летят камешки, какая-то пыль. Когда вы заходите в стену, образуется пыль. Если вот начинаете снизу, то отсюда камни летят, поэтому обязательно нужно использовать защиту. Ну все, начинаю резать. Прорезанную стробу не обязательно выбивать перфоратором. В каждом строборезе есть вот такое вот долото. Просто подковыриваете подрезанный участок и материал сам отламывается. Это силикат. Это же и касается бетона, даже самого крепкого. Все равно он отламывается. Но это если кто-то не любит лишний шум. Ну и классический способ. Это все выбить. В данном случае перфоратор выбивает медленнее. В любом случае, вверху, где не прорезано, надо выбивать перфоратором или отбойным молотком. Обратите внимание, что строба находится сбоку, а не по центру подрозетника. Почему? Все очень просто, потому что у подрозетника отверстие для кабеля сбоку. И здесь я еще чуть-чуть подбиваю
для того, чтобы потом можно было удобно подсунуть кабель в подрозетник, когда он же будет вмазан. Еще рекомендую на этапе грязных работ, если вы используете Т-образное крепление, сразу просверливать в штрабе отверстия, чтобы потом уже не пылить во время прокладки кабеля. Дальше таким же образом прорезаем все штробы и отверстия для подрозетников во всей квартире. Место, где будет стоять новый электрический щиток, а также щиток со слаботочкой. Я решил установить щиток в нишу между вентканалом и стеной, где находятся трубы. Электрическая часть будет полностью отделена от труб с водой. Сверху я сделаю гидроизоляцию и стену из блоков. После этого установлю щиток с автоматами и слаботочкой. На мой взгляд, это самое удачное место, которое экономит пространство. Перед тем, как делать перегородку для щитка, нужно привести в порядок трубы. Сделать шумоизоляцию канализационного стояка. Это очень важно, потому что он находится фактически посередине квартиры. И не хотелось бы, чтобы звук сливающейся воды был слышен в кухне и в коридоре. А также сделать теплоизоляцию стояков водоснабжения. Для звукоизоляции стояков мы обычно используем тяжелую автомобильную шумоизоляцию на битумной основе. В интернет-магазине звукоизоляции мне посоветовали уже готовый комплект специально для труб. Большое им спасибо, ссылка на магазин, где купить в Минске, будет в описании. В этой шумоизоляции помимо тяжелой мембраны есть еще вспененный полиэтилен. Сейчас показывать подробности не буду, покажу все подробно на этапе сантехники. А сегодня я покажу только сам процесс шумоизоляции стояка для того, чтобы возвести перегородку под щиток. Куски шумоизоляции сразу вырезаны под трубу 110 мм, поэтому сразу оборачиваем и стягиваем хомутами. Стояк находится посередине квартиры, между коридором и кухней, поэтому его надо хорошо шумоизолировать. Ревизию на трубе прорезаю обклеиваю листами. Труба готова. Сверху справа вентканал я решил поштукатурить, так как у него большой наклон и неудобно монтировать профили.
Также делаю теплоизоляцию стояков водоснабжения. Сейчас это сделать гораздо удобнее, так как не мешает стена. Затем прикручиваю к стене профиль. И начинаю собирать каркас. В качестве листового материала использую ГВЛ. Вырезаю нужный размер. Затем прикручиваю лист к каркасу из профилей. По периметру все запениваю, через час пену обрезаю. Далее делаю гидроизоляцию, промазываю углы мастикой и вклеиваю ленту. Важно полностью изолировать щиток от труб с водой. Затем нужно вырезать блоки. На полу я нарисовал периметр перегородки и раскладываю по нему блоки. Примеряю электрощиток и щиток слаботочки и сразу обвожу контуры, как нужно вырезать блоки. Думаю, возникает вопрос, почему не купить внешние щиты. Но внешние щиты мне не особо нравятся, поэтому мне проще сделать фальш-стену. После того, как вырезал блоки, примеряю, чтобы все подошло. Отверстие вырезала запасом, чтобы можно было по уровню выставить щитки. После этого все приклеиваю на клей-пену. Потом я еще все дополнительно укреплю гипсовой штукатуркой. С обратной стороны, где трубы, конструкцию я тоже гидроизолирую. Перед тем, как приступить к конкурсу, я хочу поблагодарить вас за то, что вы проголосовали за меня на премии «Лучший DIY-блогер». Я прошел во второй тур, сейчас начинается второй финальный этап. Поэтому я еще раз вас прошу поддержать меня в финальной части конкурса. Те, кто отдал уже голос, могут голосовать второй раз. Заранее говорю вам спасибо. Конкурс. В этот раз
совместно с компанией Центра Инструмент, эксклюзивным представителем компании Капра в России и на территории СНГ, я хочу разыграть вот этот лазерный уровень. ProLaser 862. Думаю, что такой уровень будет отличным помощником для любого домашнего мастера. Правила конкурса. Вы должны быть подписаны на мой канал и на канал компании Центр Инструмент. Ссылочка будет в описании. Написать любой комментарий к ролику и также оставить свои координаты. В конце следующего ролика рандомным способом мы находим победителя, и лазерный уровень отправляется к нему. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч! Продолжение следует. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.